Вратарь Манчестера Юнайтед шокирован решением руководства клуба. Голкипер Манчестер Юнайтед Андре Онана столкнулся со снижением своей зарплаты. В его контракте есть пункт, предусматривающий сокращение зарплаты в случае невыхода в Лигу чемпионов. Сам Онана не ожидал, что Манчестер Юнайтед не попадет в элитный европейский турнир. Этот факт шокировал вратаря и даже заставил его обсудить снижение зарплаты со спортивным директором клуба Дэном Эшвортом. Несмотря на это, клуб не может позволить себе продать Онана менее чем за 26 миллионов фунтов нынешним летом, что также ставит под вопрос его дальнейшую карьеру в команде. Ливерпуль нашел замену Ван Дейку. Центральный защитник Борнмута Дин Хейзен привлек внимание нескольких крупных клубов АПЛ. Среди интересующихся Хейзеном клубов есть Ливерпуль, Челси, Арсенал, Ньюкасл и Тоттенхэм, которые уже контактировали с его окружением. В контракте футболиста есть пункт о возможном выкупе за 50 миллионов фунтов стерлингов, и Борнмут не намерен блокировать его переход. Особенно высоко оценивают Хейзена Ливерпуль и Челси, а мерсисайдцы видят в нем потенциальную замену Вирджилу ван Дейку. Дорогие зрители, а перед тем, как мы продолжим, поставьте, пожалуйста, лайк этому видео и подпишитесь на канал. Спасибо за то, что с нами. Мбаппе вынесли приговор после удаления в матче против Алавеса. По информации журналистки Аранчи Родригес, форвард Реала, Килиан Мбаппе дисквалифицирован на один матч Ла Лиги после красной карточки в матче 31-го тура против Алавеса. Француз был удален на 38-й минуте игры за фол против Антонио Бланко. Сначала он получил желтую карточку, но после просмотра ВАР судья Сесар Сото Градо изменил свое решение. Сообщалось, что рефери классифицировал удаление Мбаппе как действие с чрезмерным применением силы, а не как агрессивное поведение. Испанский полузащитник заявил о желании покинуть Барселону. Вингер Барселоны Ансу Фати хочет покинуть команду в конце сезона, сообщает издание Sport-S. По данным источника, 22-летний футболист осознает, что не получит шансов в команде под руководством Флика, и уже сообщил своему агенту Жорже Мендешу, чтобы тот искал ему новый клуб. Он вместе с окружением, которое надеялось, что немецкий тренер будет доверять ему после зимнего трансферного окна, решил покинуть Барселону после завершения сезона. Его контракт действует до 30 июня 2027 года. Сообщается, что при этом Фати не хочет уходить в аренду. Игрока устроит только трансфер на постоянной основе или расторжение контракта. В этом сезоне он сыграл 9 матчей без результативных действий. Перспективный испанский футболист отказал Реалу и перейдет в Ньюкасл. Вингер сборной Испании до 19 лет и Малаги Антонито Кордеро определился с клубом, в котором продолжит карьеру в следующем сезоне. Футболист принял решение отказать мадридскому Реалу и перебраться в английский Ньюкасл. Окружение игрока считает, что на данном этапе именно «Сороки» являются оптимальным вариантом для 18-летнего футболиста. В июне 2025 года у Кордеро истекает контракт с Малагой, поэтому он уйдет в английскую премьер-лигу на правах свободного агента. В Испании считают Антонита одним из лучших футболистов второго дивизиона Сегунды, так как он демонстрирует виртуозный футбольный стиль, который давно стал настоящим открытием и давно перерос уровень чемпионата. В текущем сезоне Вингер провел 33 матча во всех турнирах, где забил 5 голов и отдал 6 результативных передач. Ориентировочная стоимость Кордеро составляет 2 миллиона евро. МЮ хочет подписать нападающего Байера. Манчестер Юнайтед следит за центральным нападающим Байера Патриком Шиком, пишет Патрик Бергер. Английский клуб ищет новую девятку и хотел бы получить младшего игрока, но считает вариант с 29-летним Шиком также интересным. Стороны уже провели первый контакт, но без конкретики.
Патрик является одним из многих имен в списке Юнайтед. Контракт нападающего с Байером рассчитан до 2027 года, поэтому клуб потребует от 25 до 30 миллионов евро за него. Кроме Юнайтед, чехом также интересуются саудовские клубы, но игрок не рассматривает такие предложения. В этом сезоне Шик забил 23 гола и отдал одну голевую передачу в 40 матчах на клубном уровне. Легендарный тренер Ливерпуля заявил, что полузащитник Ливерпуля Салах должен получить золотой мяч. Бывший главный тренер Ливерпуля Рафаэль Бенитес поделился мнением о Салахе. Продление контракта с Салахом важно на 100%, потому что он является огромной и исключительной фигурой для мирового футбола. В последние годы он неизменно демонстрировал свои качества и поддерживал свой уровень, чего не удается достичь многим игрокам. Все в Ливерпуле рады тому, что он останется. Он делает разницу в каждой игре. Когда игрок следит за собой и продолжает выступать на этом уровне, возраст не имеет значения. Конечно, Салах заслуживает того, чтобы выиграть золотой мяч. «Почему нет?» — сказал Бенитес. Дорогие зрители, а согласны ли вы с мнением Бенитеса? Напишите в комментариях к этому видео. Челси нашел нового нападающего в АПЛ. По информации журналиста Sky Sport Флориана Плеттенберга, Челси внимательно следит за развитием форварда Брайтона Жоржиньо Рюттера. Как сообщает источник, лондонский клуб добавил 22-летнего француза в свой шорт-лист на следующие трансферные окна. Брайтон купил Рюттера у Лидса летом прошлого года за 46 миллионов евро. В текущем сезоне он забил 8 голов и отдал 5 голевых передач в 34 матчах. Де Брюйне может остаться в Англии, даже несмотря на уход из Манчестер Сити. Полузащитник Манчестер Сити Кевин Де Брюйне серьезно рассматривает вариант остаться в АПЛ, а не переезжать в МЛС или Саудовскую Аравию после ухода из Манчестера как свободный агент. Наибольший интерес проявляет Челси, клуб, который первым подписал бельгийца еще в далеком 2012-м, но так и не дал ему шанса заиграть. К борьбе за хавбека готовы присоединиться и другие английские гранды, а именно Арсенал, Манчестер Юнайтед и Ньюкасл. Все они видят в Де Брюйне опытного игрока, способного мгновенно усилить команду в борьбе за титулы. Между тем, наставник Сити Пеп Гвардиола разочарован таким развитием событий. Тренер считал, что Де Брюйне завершит карьеру или будет играть в менее конкурентной лиге, сохраняя почитание среди фанатов Сити. Рома желает подписать грузинского нападающего. Форвард французского Лиона Жорж Микаутадзе может перейти в итальянскую Рому во время летнего трансферного окна. Руководство римского клуба давно следит за выступлением грузинского игрока и планирует сделать официальное предложение о трансфере. Стороны провели успешные переговоры и готовы оформить сделку за 20 миллионов евро. 24-летний форвард сборной Грузии перебрался в Лион в июле прошлого года. В текущем сезоне Микаутадзе провел 41 матч во всех турнирах, где забил 15 голов и отдал 10 результативных передач. Ориентировочная стоимость форварда составляет 20 миллионов евро. В Роме грузинский игрок будет конкурировать за место в стартовом составе с Артемом Довбиком и Эльдаром Шомуродовым. Неожиданный скандал после матча Лиги чемпионов Астон Вилла ПСЖ. Перед началом четвертьфинального ответного матча Лиги чемпионов Астон Вилла ПСЖ-организаторы включили не тот гимн. Вместо гимна Лиги чемпионов перед стартом игры прозвучал гимн Лиги Европы. Отметим, что это не помешало французскому клубу выйти в следующий раунд турнира. Определились первые полуфиналисты Лиги чемпионов этого сезона. Ими стали Барселона и ПСЖ. Барселона хоть и уступила в Дортмунде Боруссии, однако по сумме в двух матчах со счетом 5-3 прошла дальше. ПСЖ проиграл Астон Вилле 3-2 на выезде, однако вышел в полуфинал благодаря домашней победе 3-1.
Барса в 1/2 финала сыграет с победителем пары Бавария-Интер. Соперником парижан станет сильнейший в дуэли Арсенал, Реал. Дорогие зрители, с вас лайк и подписка на канал. Спасибо за то, что с нами.